Англия – удивительная страна. Географически она расположена в умеренно морском климате, но оказывается, здесь есть настоящие тропики. И не где-нибудь в ботаническом саду, а в национальном парке Дартмур, графство Девон. За тысячи лет небольшая река Лид пробила скалу и создала красивейшее ущелье Лидфорд. Именно здесь из-за высокой влажности и практически одинаковой температуры круглый год создаются идеальные условия для роста мха, лишайников и папоротника. Таким образом, это место имеет свой уникальный тропический микроклимат. Перед тем, как ехать сюда, я прочитала очень много информации. Все, кто здесь был и на официальном сайте, предупреждают, что нужна хорошая обувь с подошвой, которая не скользит, так как из-за большой влажности могут быть мокрыми и скользкими дорожки и ступени. Поэтому, все, я готова. Вы готовы? Тогда let's go together. Вместе с билетами на кассе нам выдали вот такую вот карту. Тут есть две пешеходных тропы. Одна ведет к водопаду Белая Леди, а вторая ведет к водопаду Котел Дьявола. Мы сейчас направляемся именно в Котел Дьявола. Пойдемте. Это ущелье 35 метров глубиной и 2 километра в длину. Нам повезло, сегодня сухая погода. Такие причудливые деревья. Это вообще что на них покрыто? Какая-то микрожизнь. Здесь речка такая спокойная еще. А дальше будет бурлить. Ух ты, какой мостик. Говорят, что здесь водится форель. Я ее, правда, не вижу, но поверим на слово. Хорошо, что здесь сделали поручни, потому что с другой стороны просто обрывы, ничего нет. Я представляю, если здесь идут дожди, течет вода, очень опасно. Между скалами течет река. Так красиво, если заглянуть. И там уже темно. А вот грязь, значит, я не зря и ходила. Та-та-та, я ее нашла. А то ж думала, боже, иду сухо, погода, солнце. И зачем? Вот зачем. Ю-ху! Вау, здесь уже начинаются тропики. Вот, того, чего я ждала. Какая тропа. Ну, здесь хоть огорожено хорошо, потому что не везде. Ну, посмотрим, что дальше. Довольно-таки крутые ступеньки. Сейчас проверим, что там выше. Как будто не натуральное. Но оно же натуральное, я так понимаю. Что-то такое, какие-то листья. Я даже не знаю, как это правильно называется. Но очень такое приятное на ощупь. Как изгородь живая. Похоже, что прям вся скала поросла. Ого, тут крутые ступеньки. Ну, даже не ступеньки, а прям куски скалы. Вау! Вот это да! Какая красота! Это что-то потрясающее. Это же надо, такая небольшая река пробила огромнейшую скалу. Ну, правда, для этого потребовалось, наверное, более 1000 лет. Здесь река спускается глубоко в ущелье и образует огромный водоворот. Котел Дьявола. Пойдемте посмотрим. Может, там кто-то варится, например. Здесь есть
Вот такая смотровая площадка. Оттуда, я думаю, гораздо лучше видно котел. Здесь даже есть предупреждение, что очень опасная дорожка, тропа, потому что с этой стороны абсолютно нет перил, только вот с этой стороны. Очень может быть скользко, когда прошли дожди. Но мы идем. С ума сойти. Мы прям в скале, в расщелине в скале. Боже, а что здесь, какая красота. Теперь я понимаю, почему называется котел дьявола. Здесь так громко, все шумит, бурлит. Как будто действительно в котле что-то варится. Здесь необыкновенно красиво. Это только, наверное, сама природа может создать такую красоту. Посмотрите, здесь даже есть парк. Ага. Идем назад по этой же тропе. Я прошла. Это просто было захватывающе. Это настолько красиво, я даже не ожидала. Сколько я смотрела видео, видела фотографии, но вживую увидеть это гораздо лучше. Теперь мы поднимаемся вверх, идем дальше. Знаете, здесь довольно-таки узкие дорожки. Вот 2 человека, и так с трудом можно разминуться. А если кто-то еще и полненький, но дело в том, что другого выхода нет. Обратно путь все равно идет вниз, и выходишь к билетным кассам, чтобы потом далее пройти к водопаду Белой Леди. Это ущелье не всегда было таким приветливым к туристам. В 17 веке жители рассказывают, что здесь орудовала банда габбинцев. Они грабили близлежащие села, угоняли скот и прятались в этих пещерах. Поэтому жители очень боялись спускаться и заходить в этот лес, сюда к водопаду, в пещеры. Но в конце концов банду эту поймали, построили в деревушке Литфорд тюрьму. И сегодня мы ее тоже, кстати, увидим. Кого-то заточили. Ну, правда, хилингом я могу, допустим, выползти отсюда. Наверное, огородили, чтобы любопытные туристы не лезли. Но эффектно. А вот здесь уже действительно влажно. Тут прям вот капает со скал. И уже такие лужицы и скользко. Я прям стою, любуюсь. Посмотрите, как красиво солнце и вода играют на скалах. Прям как будто живое движется. Но вообще, как бы самое главное, это везде стоят таблички, на сайте написано, предупреждают на кассе, на самой карте написано, что не купаться. В реке не купаться, потому что если, не дай бог, что-то случится, сюда просто недоступно добраться ни скорой помощи, ни работникам этого комплекса. Поэтому не купаться. Села на пенек, съем пирожок. Доставай пирожки. Друзья, если вам нравится наше путешествие, то обязательно подписывайтесь на наш канал. Нам очень нужна ваша поддержка. Идемте дальше. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайк. Так хочется увидеть хоть одну рыбку.
приличную. То каких-то маленьких таких видели. Ух. Я не знаю, о предупреждении не купаться. Даже если бы отсюда могли вытянуть. Тут замерзнешь, пока будешь купаться. Действительно, вот как холодная горная река. Но прозрачная, прям все камушки видно. Попробуй водичку. Наверное, когда здесь туман, облачно, здесь прям мистический лес. Везде папоротник, вода капает, течет. Ну вот, мы дошли до конца тропы одной. Вот висит знак уже, что дальше пути нет. Все, одну прошли. Сейчас будем разворачиваться, идти обратно к водопаду Белой Леди. Хочу вас предупредить, на официальном сайте сказано, что тропа к котлу дьявола закрывается на зимний период с ноября по март в целях безопасности, поэтому, планируя сюда визит, будьте в курсе. Открытой остается только вторая тропа к водопаду Белая Леди. Вы знаете, погода в Англии, как всегда, не соответствует прогнозу погоды. Вот я буквально вчера смотрела вечером, обещали пасмурно, чуть ли не дождь. Стоит жара, духота невыносимая. Вот решили купить мороженка. Кстати, здесь неплохая такая полянка, столики, там кафе есть. Можно водички купить, мороженое перекусить. В общем, как я рекламировала свою обувь, да? Я думала, что я умру от жары, поэтому переодела свои кроссовки. И идем теперь к водопаду Белая Леди. Вот всего лишь табличка, которая показывает, куда спускаться по тропе. Хорошо, что дали карту, иначе бы мы ее не нашли. Поэтому идем к водопаду. Очередные ступеньки. Мне кажется, отлично прогуляться, когда вот такая погода. Здесь такие тропинки живописные. И здесь можно, кстати, с собаками, если туда вниз к котлу не пускали, то сюда можно с собаками пройти. Я видела, много людей идет. Уже слышен шум воды. Где-то там внизу, мне кажется, там уже водопад. Прям слышно. Такой поток. Прям. Оно такое живое, кажется. Все поросшее мхом. А вот там, если видно, есть дорожка, даже перила остались, возле реки протекает. Но, к сожалению, эта дорога сейчас закрыта, так как случился обвал, и приходится идти по одной дороге, возвращаться, и по другой, и опять же возвращаться. Наверное, там тоже красиво очень. О, а здесь уже грязючка, зря ботинки сняла. Оп, 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 оп. Классно, что есть такие лавочки. Можно шел, присел на пенечек, на лавочку, отдохнул и дальше пошел. Оп. Отдохнул. А вот уже и первый водопадик. Я даже не знала, что он тут есть. Мы еще не дошли до главного. Ой, вода холодная, горная. Классно. Красиво. Такой маленький водопадик. И прям мостик сделан и стекает туда. Мы уже идем почти 20 минут. Интересно, сколько еще до водопада? О,
Очередные ступеньки. Но я вам скажу, все-таки надо быть физически в хорошей форме, потому как тяжело столько идти наверх, потом еще спускаться вниз. Но мы дойдем. Я надеюсь, больше таких лестниц не будет. Боже, 1,1 а еще 1 столько же. Я не могу, но я дойду. Юху! Вид-то какой отсюда! Класс! Такая небольшая речка столько тысяч лет вытачивала ущелье. И вот, допустим, этот камень сейчас лежит, и, может быть, лет через 200-300 его уже не будет. Река его выточит и пойдет в другое русло. А в эту сторону какой вид! Тут, кстати, есть две стоянки. Можно сразу приехать к водопаду Белая Леди стоянки и пройти сюда по этой дорожке и вот к водопаду. А можно спуститься также и пройти аж минут так 40 к котлу Дьявола. И точно так же наоборот. Мы, допустим, припарковались на стоянке возле котла Дьявола. Сходили туда сначала, все посмотрели, потом поднялись и перешли сюда. В Великобритании есть национальный фонд, National Trust называется. И этой организации принадлежит очень много объектов интересных. Исторические, замки, вот, допустим, Литфорд Гордж, Стоунхендж. И очень удобно, можно купить абонемент на год. Причем платить в месяц всего 7,50. И в течение этого года ты можешь хоть 1 000 000 раз сюда приезжать. Очень выгодное и интересное предложение. Ура! Мы на правильном пути! To White Lady Waterfall! Рядом с ущельем находится одноименная деревня Литфорд, где в 937 году нашей эры был основан монетный двор королевства Уоссекс. Я нашла еще один грибок. Ух тышка! Весь натыкан. Здесь чеканили серебряные монеты, литфордские пенни. Монетный двор работал около 100 лет и за это время выпустил более 1,5 миллиона серебряных пенни. Огромное количество этих монет попало в Скандинавию под названием Данельгельм. Это налог, взимаемый для расплаты с викингами, для предотвращения их набегов и грабежей с моря. Посмотрите, везде эти монетки, вот поваленное дерево лежит, и тоже везде монетки воткнуты. Ну, интересно так. Необычно. Многие в воду кидают, а здесь вот новая фишка. Название этому водопаду Белая Леди дала легенда. Говорят, что здесь живет призрак женщины в белом платье, которую до сих пор видят возле реки. Правда, действительно похоже на белое платье. И напоследок хочется подвести итог и рассказать о плюсах и минусах посещения этого ущелья. Сначала, конечно же, плюсы. Это прекрасные виды на водопад Белой Леди и котел Дьявола. Возможность увидеть красивую и необычную природу на протяжении всего пути. Кафе, туалеты, игровая площадка для детей и бесплатная парковка, что в Англии редкость. Теперь минусы. Некоторые участки прогулки могут быть сложными и опасными, особенно для детей. При плохой, особенно дождливой погоде, тропы становятся очень скользкими, а путь к котлу Дьявола вообще закрывает. Поэтому советую заранее проверять прогноз погоды. Хотя, честно вам скажу, это Англия, и прогноз еще не показатель. В течение дня погода может меняться несколько раз. Как я вам и обещала, мы приехали в деревню Литфорд.
Она буквально находится в 5 минутах. Ходьбы даже, не езды. Здесь находится старинная тюрьма. И вот, наверное, тех грабителей, за которых я рассказывала, габинцев, держали именно в этой тюрьме. Пойдемте посмотрим, что там внутри. Деревня очень маленькая, кроме развалин небольшого замка, который в свое время служил тюрьмой, и нескольких пабов, ничего нет. Мне очень понравилось наше путешествие по красивейшему ущелью Литфорд. Если вам также понравилось, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик и до новых встреч!